Добро пожаловать на наш канал, и сегодня мы поговорим про художника Вася Ложкин и его картины, которые сейчас смотрятся вызывающе смело. Творчество Васи Ложкина наверняка знакомо многим, слишком уж колоритные персонажи его картин, предельно брутальные мужики, подчеркнуто суровые русские бабы, которые наверняка живут где-нибудь под Челябинском, неустойно бдящие чекисты, русский медведь, явный приверженец традиционных ценностей, искренне верующий, что за границей все очень плохо, а на родине хорошо. Главные виновники наших плохих дорог и вообще всех русских бед – масоны. И, наконец, знаменитые рыжие коты, как собирательный образ простого русского мужика, неоднократно битого жизнью, но тем не менее готового еще раз наступить на грабли. Интересен и жанр, в котором он рисует. Это ядерная смесь из лубка, традиционной карикатуры, стёба над советскими и российскими пропагандистскими плакатами, черного юмора и народного китча. Так плохо, то аж хорошо – это как раз про рисунки Васи Ложкина, которые неоднократно публиковались не только в интернете, но и в вполне уважаемых изданиях, например, в «Огоньке», когда он еще существовал в бумажном виде, и журналистам можно было писать не только то, что положено. Ложкин готов высмеивать все явления нашей жизни. Глупость и наивность отдельных наших граждан, косность и недоверие ко всему новому, попытки найти виновных, пусть даже совершенно абсурдно, и всевозможные штампы и ярлыки, которые чаще всего оказываются простыми придумками. Вася Ложкин – это творческий псевдоним Алексея Куделина. Он родился в 1976 году, а молодость пришлась на лихие 90-е, которые в сознании художника запомнились как времена бесконечной борьбы за выживание. Он терял друзей и знакомых, которые умирали в бандитских разборках, от бесконечного пьянства или наркотиков, и не знал, чем ему заняться в жизни. По своей специальности юриста, которая считалась в то время очень престижной, так и не работал, возможно, просто не мог устроиться туда без блата. Однажды на мусорной свалке нашел лист ватмана и попытался написать там откровенную чернуху, но, к счастью, вовремя одумался, разумно решив, что над страшным нужно, по возможности, смеяться. Первую известность получил в начале нулевых, когда набрал популярность живой журнал. И именно на этом сайте он зарегистрировался как Вася Ложкин. Его картинки про рыжих котов заметили и высоко оценили. Вскоре он нашел и первых покупателей. Ложкин понял, вот оно, золотое дно. Ему как-то чисто интуитивно удалось выработать свой, ни на что не похожий творческий стиль, задача, над которым десятилетиями бьются настоящие художники. Кстати, художником Ложкин себя не считает. Он не учился в художественном училище, да и не может нарисовать настоящую картину в стиле реализма. Зато его карикатуры очень востребованы. Ему как-то удалось воплотить их в своих работах, все страхи и архетипы нашего общества, убедительно высмеять их. Причем истинный смысл его работ не всегда очевиден и оставляет немало простора для толкований. Популярность художника способствовала существенному улучшению материального положения. А его картинки печатаются на чем угодно – сумках, кружках, майках, полотенцах, бейсболках и пледах. Оказалось, что его образы настолько запоминающиеся и самодостаточные, что стали неотъемлемой частью массовой культуры. Каждая из них олицетворяет определенный слой нашего общества. Медведи – это традиционалисты, готовые убедить всех вокруг, что у них лучше всех и точно знающие, как нужно правильно жить. Тут вполне напрашиваются ассоциации с чиновниками и журналистами центральных каналов. Но знаменитые рыжие коты – это обычные граждане, которые своей доверчивостью, наивностью и бесконечным оптимизмом скрашивают всю чернуху, что творится вокруг них. И вот этим самым котам Ложкин искренне сочувствует. Они положительные персонажи на картинах, пусть даже иногда и творят страшные вещи. Возможно, юмор у Ложкина черный, персонажи утрированы, но нельзя не восхититься его умением придавать запоминающиеся образы. Хотя сам Ложкин как-то говорил, что они все предельно конкретные, без метафор, и существующие страхи. И сумасшедшая старуха с топором – это просто старуха с топором.
Лукавит, конечно, слишком уж легко напрашиваются различные ассоциации, а творчество Ложкина тем и интересней, что каждый видит в нем что-то свое. Спасибо, что досмотрели до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.